Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kugasamokат.ru, который является официальным дилером электросамокатов Kuga в России. Завод Geelong настолько быстро стал выпускать модели к новому летнему сезону, что мы не успеваем делать на них обзоры. Да и погода еще испортилась. Но сегодня мы все-таки хотим представить вам еще одну новинку – Kuga G Max. G-Max еще раз доказывает, что завод Geelong собирается кардинально изменить позиционирование бренда Kuga на рынке и уйти от звания посредственного производителя. Вы заметили, насколько сильно меняется дизайн последних моделей? Качественные материалы, плавные линии, футуристический внешний вид – все это создает впечатление, что G-Max – это какой-то гаджет будущего. Эта модель, так же как и G2 Pro из нашего предыдущего ролика, является пока только разработкой и пока еще не выходила в серийное производство. Самое интересное, что сотрудники Geelong почему-то решили, что модель не самая удачная и сомневаются, выпускать ли ее на рынок. Но, как это часто бывает, маркетологи предполагают одно, а покупатели решают совсем по-другому. И поэтому у вас сейчас есть уникальная возможность поучаствовать в судьбе этого малыша. Если он вам понравился, оставляйте ваши комментарии под роликом. Спрос рождает предложение. И, возможно, ваше мнение подтолкнет Kuga к тому, чтобы быстрее его доработать и выпустить на рынок. Но давайте поподробнее о его характеристиках. У G-Max передний привод. Это довольно странно, так как все последние модели, даже самую легкую S1, Kuga выпускал с задним приводом. Но с другой стороны, есть же любители переднего привода. Зачем их обделять? Мотор-колесо мощностью 500 Вт с напряжением 36 вольт. Аккумулятор, по словам производителя, имеет емкость 10,5 Ампер-часов. Но, честно говоря, по опыту G2 я бы не сильно опиралась на эти данные. В среднем максимальная скорость должна быть около 30 км и 30 км пробега на одном заряде. Но его динамику и запас хода мы обязательно проверим позже и для полной картины сравним с другими моделями. Так что смотрите до конца. Колеса на нем накачиваемые, 10-дюймовые, с внедорожными покрышками, такими, как были, например, на G2 Pro. Но амортизаторы тут отсутствуют, поэтому вряд ли можно сказать, что модель сильно уж рассчитана на бездорожье. Зато конструкция максимально простая и надежная. Тем не менее, даже на S1 с 8-дюймовыми ненадувными колесами вполне можно было кататься по грунтовым дорожкам. Удивительная вещь, но у него в характеристиках значится максимальная грузоподъемность в 200 кг. Не знаю, насколько это возможно, но тут я как раз вспомнила момент с напряжением мотора. И если я правильно помню из школьной физики, то при одинаковой мощности, но сниженном напряжении мотор должен делать меньшее количество оборотов, а значит крутящий момент возрастет. То есть самокат будет более тихоходным, но при этом более тяговитым. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но все же я очень надеюсь, что Geelong наконец-то озаботился разработкой модели для людей с большой массой. Вот только одна проблема. Маркировка на шинах указывает, что максимальная нагрузка 70 кг на одно колесо. Однако в теории это все же возможно, потому как рама на G-Max выполнена как единая конструкция. Место соединения рулевой стойки и деки сделано из цельной литой детали. Обратите внимание, тут нет никаких сварных швов. Материал рамы – алюминиевый сплав, широко использующийся в авиа и автомобильной конструкции. Вилки колеса сделаны из стали и магнитятся. Отсутствие амортизаторов в таком случае тоже на руку. И мы обязательно протестируем, как самокат тянет под большой нагрузкой, но чуть позже. Принцип складного механизма руля абсолютно новый, для Kuga во всяком случае. Все детали также металлические. Нужно повернуть фиксирующее кольцо в положение ON, поднять втулку наверх и сложить рулевую стойку до щелчка. По идее, он должен быть прост в использовании, но либо он не притерся, либо нуждается в смазке и временами заедает. Провода все убраны внутрь корпуса и при складывании нигде не трутся. В разложенном положении в данный момент имеется микролюфт.
Он меньше, чем на старых моделях Kuga и, возможно, убирается подтягиванием какого-нибудь болтика. Подножка также весьма солидная, надежная и устойчивая. Убирается в специальное углубление в деке, для того, чтобы точно не задеть ее на каком-нибудь бордюре. Хотя дорожный просвет в 10 см вполне достаточный для большинства дорог. Правда, у меня есть вопрос, насколько удобно ее доставать оттуда ногой в различной обуви. Заднее крыло из пластика, достаточно широкое и длинное для того, чтобы защищать ноги от брызг. Оно крепится к вилке колеса и не соединяется с декой. Но вопреки моему мнению, даже на G2 Pro, где расстояние между декой и задним крылом было в разы больше, брызги не попадали на ноги. Джинсы были с пристрастием изучены, но оказались чистыми. Тормоз на самокате дисковый, только на заднем колесе. Рукоятка тормоза нажимается очень легко и мягко. Кстати, есть звоночек. Также присутствует рекуперация. Собственный вес самоката 18 кг. Но при этом, из-за того, что мотор-колесо находится спереди, его достаточно удобно и легко приподнять за руль, чтобы перенести через препятствия. Длина 120 см. Высота в разложенном состоянии 115 см. Руль не регулируется. Его высота от поверхности деки составляет 98 см, что, кстати, на 5 см больше, чем у G2 и S1. Дека с противоскользящим резиновым покрытием. Ширина 21 см. Рабочая длина, то есть от подъема до подъема, всего 40 см. Мои ноги вполне комфортно умещаются, а вот с 45-м размером удобнее будет, наверное, с использованием задней части как подставки. Гнездо зарядки располагается с внутренней стороны деки, достаточно высоко от земли и плотно закрывается резиновым колпачком. Нижняя часть батарейного отсека закрыта пластиковой крышкой, достаточно плотно прилегающей к деке, и езду по мокрому асфальту и небольшим лужам он вполне выдержит. Но вот место, где провода уходят в деку и где выходит провод к тормозу, ничем абсолютно не загерметизировано. Из-за освещения есть передняя диодная фара, встроенная в рулевую колонку. Луч света не то чтобы широкий, но зато яркий и светит в направлении руля. Задний габарит включается вместе с передним освещением и при торможении дополнительных признаков жизни не подает. Также есть яркие светоотражающие наклейки по бокам вилки переднего и заднего колеса. Управление самоката максимально простое. Селектор газа сделан под большой палец. Тут же рядом кнопка включения освещения и кнопка включения самоката. Она же, собственно, и переключает скорости. На дисплее самоката отображаются выбранный режим скорости, текущая скорость, общий пробег, заряд батареи. И справа и слева есть две шкалы, отображающие степень нажатия тормоза и газа соответственно. Также есть возможность через Bluetooth подключить приложение, чтобы получить доступ к еще нескольким параметрам. Это стандартное приложение Kuga, такое же, как для M2 Pro. Правда, оно только на английском и китайском языках, но интерфейс несложный. В расширенных настройках можно сменить единицу измерения скорости, установить яркость дисплея, хотя не сказать, чтобы на максимальной яркости он вас слепил. Также можно установить уровень рекуперации, настроить время срабатывания круиз-контроля и плавность старта. На общем экране можно увидеть точный заряд батареи, общий пробег самоката, изменить режим скорости, включить освещение или выключить сам самокат и заблокировать мотор-колесо. Срабатывает приложение у меня с расстояния около 5 метров. Вроде про все рассказала. Поехали прокатимся! По хорошему асфальту и плитке ехать приятно. На плохом выбоины, конечно, ощущаются. Поначалу, особенно после G2, амортизации немного не хватает, но спустя несколько минут привыкаешь, особенно если правильно отрегулировать давление в шинах. Когда мы получили самокат, в них было 3 атмосферы, вместо рекомендуемых на самих покрышках 2. Заднее мы приспустили, и ехать стало ощутимо мягче. А вот с передним вышла загвоздочка. Крышка мотор-колеса не дает подобраться к ниппелю. Бордюры на скорости 20-25 км пролетает жестковато, но мало какой из самокатов может удивить обратным. В любом случае перед бордюром лучше притормаживать. Но то, что колеса надувные и достаточно большого диаметра, все же ощущается и добавляет мягкости и проходимости. Я абсолютно не задумываясь проехала на скорости небольшой участок с гравием. Для полного бездорожья, я бы сказала, этот самокат не сильно предназначен.
Но тем не менее, трясет, но едет. Тем более после дождя грунт мягкий, что усложняет ему задачу. Тормоза мне понравились. Не надо качать руку, как на эспандере, и срабатывает отлично. Чувствуется, как работает рекуперация при легком нажатии. Для быстрой остановки с 20-25 км в час более чем достаточно 5 метров тормозного пути. Максимальная скорость у него, что со мной 57 кг, что с оператором в 95, была примерно одинаковая – 32-33 км в час. На первой скорости он едет 18-19, на второй 26-27. Стартует без рывков, разгоняется до максимума где-то метров за 50. В горку около 20 градусов со мной въезжает без каких-либо проблем. С райдером в 95 кг на полном заряде въехал тоже достаточно легко, а вот на половине заряда уже не смог добраться до вершины. Погода не слишком солнечная, поэтому проблем с видимостью дисплея я не испытывала. Подножку оказалось вполне возможно подцепить ногой в кроссовках, но на поверхности с уклоном самокат не всегда стоит уверенно. Широкая обтекаемая форма передней части деки вполне успешно играет роль переднего крыла, на ноги брызги не попадают. Но нижняя пластиковая крышка батарейного отсека как-то гремит и скрипит на ходу. Возможно, плохо закреплен аккумулятор или контроллер внутри. Еще мы хотели попробовать протестировать его грузоподъемность. Но поскольку одного человека с большой массой у нас не нашлось, пришлось нам немного с оператором прокатиться вдвоем. Но, разумеется, в обычной жизни я не рекомендую так ездить. И тем более не делать этого с детьми. Ну, максимум, если с дошкольниками, чтобы потом новые зубы выросли после того, как молочные он выбьет об руль при резком торможении. Кстати, интересный лайфхак, вместо советских там ниток и дверей. Но, собственно говоря, что с результатами? С нагрузкой в 150 кг он нас кое-как потянул. И даже разогнался до 20 км в час. Мы даже въехали в небольшую горочку. Но, конечно, о грузоподъемности в 200 кг речи не идет. Еще для более понятной картины его динамики я хотела сравнить его с несколькими моделями, которые, скорее всего, будут близки по цене. Это X1 и M4 или M4 Pro. Динамику разгона X1 вам показывать особо нет смысла, потому что разница, конечно, колоссальная. Единственное, что могу сказать, что за счет литого заднего колеса довольно сложно определить, какой из самокатов мягче ведет себя на асфальте с неровностями и небольшими бордюрами. А вот с M4 Pro картина получилась интересная. Во-первых, когда прокатишься и на том, и на другом, становится очень заметно, насколько G-Max устойчивее на дороге. Хоть я и говорила про небольшой люфт, но после M4 кажется, что его нет совсем. Хотя на минуточку, изначально на M4 мне казалось, что он тоже хорошо держит дорогу. Но все познается в сравнении. К тому же, посмотрите, как сильно у них отличаются колеса. Оба самоката имеют диаметр 10 дюймов, но вот покрышки у них разные. По асфальту G-Max едет, конечно, чуть жестче, чем M4, но нельзя сказать, что это прям небо и земля. Да, неровности ощущаются, но особого дискомфорта с нормальным давлением в шинах они не приносят. Самое интересное оказалось с разгоном. Оба самоката имеют мотор 500 Вт, но у M4 напряжение 48 вольт, а у G-Max 36. И знаете, какая у них разница? А никакой. У G-Max максимальная скорость 30-32 км в час, но до этой скорости разгон у них одинаковый. Мы, правда, столкнулись с некоторыми сложностями в замерах. Как вы заметили, нас всего двое – я и оператор, и вес у нас кардинально разный. Поэтому какие-либо сравнения двух самокатов нам заснять сложно. К тому же некоторые комментаторы уверены, что мы как продавцы не покажем реальных данных самокатов, что мы их расхваливаем, потому что нам надо продать. И вот мне пришла в голову такая мысль. А что если провести еще один конкурс среди вас, наших подписчиков, и пригласить одного из вас к нам на съемки? Вы сможете поучаствовать с нами во всех тестах, поездить на самокате и точно уж честно рассказать о своих впечатлениях другим зрителям. А если все сложится хорошо, то это еще и окажется очередная новинка от Kuga. И вам первому из зрителей представится возможность увидеть и опробовать модель, о которой еще никто ничего не знает. Как вам такая затея? Если интересно, оставляйте комментарий «Хочу» в ролик под этим видео. И если наберется как минимум 50 таких комментариев, то мы обязательно это устроим. Но давайте уже подведем итоги про Kuga G-Max. Это совершенно новая модель с новым дизайном, который выглядит ультрасовременно. И он достоин внимания хотя бы из-за своего внешнего вида. Хотя многим непонятно позиционирование этой модели,
и они хотят побольше аккумулятор или посильнее мотор. Но я могу сказать, что даже в таком исполнении модель не так плоха. G-Max явно предназначен для повседневной городской езды. На тротуарах, где много людей, максимальная скорость не так важна, а динамика разгона у него хорошая. К тому же мне понравились маневренность и устойчивость. Также я думаю, что Kuga делали ставку на максимальную простоту и надежность и минимальную потребность в техобслуживании. Как и у любой новой разработки, у него, конечно, есть конструктивные недочеты, но я надеюсь, что это будут косяки только тестовой модели. В любом случае, если вы будете присматриваться к покупке, вы знаете, на что обратить внимание, и так ли важно это будет именно вам. Так что подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать полезную информацию о новинках. А с вами была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя и будьте здоровы. Всем пока!